Всем доброе утро. Будем надеяться, что эфир работает. Мне пишут, что моим подписчикам отправляют приглашение на эфир. А я увидела, что, наверное, нужно сделать немножко поярче картинку. Анастасия, привет. Так. Здравствуйте, Татьяна. Сейчас мы сегодня с вами будем говорить об очень важной вещи, которая меня просто последние несколько месяцев не отпускает и вдохновляет, о которой я готова говорить бесконечно. И сегодня я поделюсь этим с вами. Так, как-то лучше стало, не лучше по свету? Скажите мне, пожалуйста. Напишите, пожалуйста, слышно ли меня? Да, я настолько давно не проводила прямые эфиры, что классику жанра, проверка связи, да, не понимаю, забыла, что нужно проверять. Отлично выглядите, спасибо большое. Учитывая, что сегодня я легла спать 20 минут 5-го, я еще неплохо сохранилась. Принципиально сделала эфир без фильтров, поэтому как есть. Сегодня еще у меня вечером в 7 часов эфир на другом аккаунте. Там, наверное, я не буду настолько свежа. Ну, хорошо. Итак, начнем с того, что я расскажу предысторию. Я расскажу о том, какие варианты развития событий есть у вас. И я расскажу о том, как влияет выбранная стратегия успеха на вашу жизнь. По-моему, очки достаточно хорошо сидят и не бликуют. Так вот, пошла я однажды на обучение. Обучение, как понимать, где твои деньги. Обучение было связано с дизайном человека, с натальными картами, с какими-то дополнительными историями. И оно было важным для меня, потому что я увидела, как я не использую свои стратегии успеха, которые мне, так говорится, на роду написаны. Но в этом обучении поразило меня не только мое собственное, мой собственный разбор, а когда я увидела, что люди в большинстве своем делятся на два огромных лагеря. Лагеря, которые я назвала лошадки и бабочки. Да, в разных терминологиях это по-разному, но мы с вами остановимся на бабочках и лошадках. Так вот, я увидела, что совсем недавняя моя клиентка, с которой мы 2 года нащупывали ее правильный, гармоничный для нее путь движения в социуме, путь, при котором к ней идут деньги, но при этом она не выгорает, не сходит с ума, не злится на окружающих. Она оказалось, что еще 40 лет назад можно было просто посчитать ее, по ее дате рождения, и сказать ей: живи вот так. И это был просто шок, потому что мы 2 года нащупывали путь, который лежал на поверхности. Знаете, это похоже на ситуацию, когда ты берешь какую-то инструкцию, откладываешь ее в сторону, в течение нескольких лет путем проб и ошибок научаешься пользоваться, допустим, компьютером, интернетом или холодильником, потом выясняется, что здесь все было написано. Немножко жаль потраченного времени, немножко жаль того пути, который не сложился, и немножко жаль, что все могло быть иначе. И вот эта боль о том, что все могло быть круче гораздо, она заставляет меня сегодня выходить в эфир и разговаривать с вами о том, что это крайне важно понимать. Да, Татьяна, я вас считала, и те, кто знают, кому я говорила, кто лошадка, кто бабочка, для вас эфир тоже будет очень полезен. Так вот, если бы вы знали с самого рождения о том, как вам надо жить, вы бы не использовали чужие стратегии. Я тут вчера ночью делала большой сторител на тему, что если ты тигрица, то не надо вести себя как кошечка, не надо заставлять себя любить мышей,
Не надо пытаться быть мягкой и пушистой, если ты в душе зверь, если ты в душе активная, да, действующая личность. Так, у меня несутся куры, и они шумят. Окошко. Напишите, пожалуйста, слышно ли было вам моих кур, или я спалилась, что у меня есть птички. Так вот, если знать заранее, то можно использовать ту силу, которая есть у каждой из нас, абсолютно у каждой из вас, в нужную сторону. И когда я делаю такие разборы, да, где мои деньги, иногда клиенты говорят: Марина, ну, в общем-то, все же неплохо, да, как бы, учитывая, что люди могут себе позволить купить у меня разбор, то у них с деньгами как бы, ну, нормально, да. Но представьте себе, что все это время они жили поперек, жили не так, как им положено, и при этом добились успеха. Я тогда говорю: а представь себе, какого успеха ты могла бы добиться, если бы ты жила по твоему течению, по тому, как тебе нужно. Вот. И об этом я сегодня буду говорить с вами. Я буду вам рассказывать про то, кто такие лошадки, кто такие бабочки. И я надеюсь, что вы увидите свою силу. И я надеюсь, что вы поймете, куда вам не надо. Потому что теперь я даже обучение выбираю, исходя из той стратегии, которую я знаю. Потому что бабочкам не надо идти на тренинги, где бери больше, кидай дальше. Им не надо идти на бизнес-молодость, где говорят: план-кинжал, сказала — сделала, не сделала — отжалась, вышла в виде проститутки на улицу и так далее, и так далее. Нет, но их это завораживает. Так, про кур вы мне ответили, спасибо большое. Да, я пользуюсь роскошью иметь возможность есть свежие яйца. Яйцо вчерашнее считается не свежим, и знать, что в них нет никаких антибиотиков и всякой другой ерунды. Да, вот Татьяна пишет: я хочу знать, в чем моя сила, как это приложить. Чувствую, что живу поперек. Чувствует. Вот действительно, у меня почему-то мои разборы, они выглядят так. То есть я сижу, я там на компьютере собираю текст, а потом рассказываю о человеку, да, в онлайн или офлайн беседе. И люди начинают плакать. Почему? Потому что они вдруг понимают, что душа-то чувствовала, что живет поперек, да. Но не у всех, да, некоторые живут так, как им положено. Так, ну я надеюсь, что все уже готовы разбираться, кто они такие и что с ними делать. И расскажу, что начну с бабочек. Почему? Потому что я сама такая деятельная натура. Мне главное, куда волю приложить, я туда ее приложу и получу результат. И такие люди привлекают бабочек, как свет лампы. И в моем окружении очень много бабочек. И в моем окружении есть бабочки, которые очень хотят быть похожи на меня. И даже мастер-майнды, которые я провожу, и которые проводят мои коллеги, другие модераторы, я проводила исследования, они собирают в основном людей с типом стратегии успеха бабочки. И для вас, мои дорогие, да, так и есть, к тебе тянет. Ой, Алина, спасибо. Для вас, мои дорогие, начнем с бабочек. Так вот, сейчас я подготовилась, у меня файл, да, то, что важно про бабочек знать. Так, я рассказываю о том, как вы задуманы, да, возможно, вам не покажется это похожим, да, это не гороскоп, когда там мы читаем про льва и говорим: да, я лев, читаем про рака и говорим: да, я нежный как рак, да, это немножко другая история, возможно, вы не будете согласны, те, кому я говорила, кто вы, да, бабочки или лошадки, те уже мотают на ус. Кому не говорила, спросите, разберемся, найдем. Так вот, я назвала бабочки и лошадки, и все решили, что бабочки, они такие легкие, им ни до чего нет дела, им не нужно прикладывать усилий, а лошадки — это такие пахари, да, которые
ну, как бы, порхать vs пахать. На самом деле нет. На самом деле у той и другой стратегии есть куда прикладывать усилия, и на самом деле просто вопрос в том, как прикладывать эти усилия и куда. Так вот, бабочки, они не достигаторы. Их завораживают те люди, которые крутые, которые знают, как взять себя в руки, как стиснуть зубы и как выжить в любых обстоятельствах. Люди такого склада, как бабочки, да, они могут с восторгом смотреть на достигаторов, на делателей, и, что самое печальное, ориентироваться на них и пытаться сделать из себя достигатор. Да? Если получится, я сегодня позову в эфир прекрасную бабочку, которая пробовала под моим руководством в мастер-майнде жить как лошадка, и она расскажет о том, что из этого вышло. Так вот, пожалуйста, если вы знаете, что вы бабочка, не ориентируйтесь на достигаторов. Вы другое животное, вы реально другие. Знаете, вот в древние времена были люди, были племена охотников, и в племени были охотники, были собиратели. Так вот вы собиратели. Ваша задача – постоянное движение. Но опять же, вспомним бабочку. Да? Бабочка не летит строго на север 4 километра. Да? Она совершает многообразные движения, которые со стороны кажутся хаотичными. Двигаться, впитывать, пропускать через себя мир и оставлять себе столько, сколько нужно. Да? Здесь невозможно поставить какие-то цели, какие-то задачи. Да? Но когда вы идете в лес, вы не ставите себе в план собрать 34 гриба, а 35-й не возьмете. А если вы по дороге за грибами встретите малинник, вы откажетесь собирать малину, а если по дороге в малинник вам встретится интересный человек, вы откажетесь пообщаться, а если он вам предложит выпить березового сока или что-то еще. То есть, если вы бабочка, ваша задача двигаться и постоянно получать от мира, пропускать сквозь себя мир и получать от мира не только деньги, но и ресурсы, связи, все, что может вам дать мир. Помните, да, была такая фраза «берут борзыми щенками». Так вот, берите борзыми щенками, отношениями, счастливыми случаями. Это все про вас. Лошадки, не переживаем, у вас тоже есть удача и счастье. Сейчас дойду и расскажу. Всем привет. Так, и идем дальше. Здесь у лошадок стратегия не охотиться на мир, а мир держит вас, мир любит вас, и мир дает вам то, что вам нужно. Я понимаю, сейчас все тяжело вздохнули, потому что у нас приучили жить в парадигме «выжми из мира все, напряги булки и достань все, что тебе нужно». Не стоит ждать милости от природы, взять их у нее наша задача. Кто жил по такой стратегии, поставьте мне какой-нибудь значок, типа скажите «я» там, или «я знаю таких людей», я буду понимать, что вы понимаете, о чем я говорю. Так вот, нет, да, для бабочек эта стратегия убыточна, ущербна и разрушающая. Ваша стратегия мир кормит вас. Вы на него не охотитесь, вы получаете то, что он вам дает. Так, дальше. По каким правилам нужно жить бабочкам, чтобы они чувствовали себя классно, кайфово и хорошо? Никаких финансовых планов, границ, четко прописанных целей. Архангельский идет в топку, цельная жизнь идет в топку, да, как бы. Цели конкретные нельзя ставить. Вам нельзя ставить список, условно говоря, заработать 300 тысяч к Новому году. Нет, поставьте в цель формулирование «я познакомилась с 20 людьми, которые пришли ко мне на консультацию». Да, вот какой-то такой формат. Дальше. Вам нужно понимать, что вы
можете собирать разными ресурсами, потому что часто бабочки фиксируются только на деньгах, а нектар, связи, возможности, недвижку, какие-то истории, они просто пропускают мимо ушей. И ладно бы, если они просто их не замечали, но иногда они их получают от мира, но это не фиксирует. Ну, прямо сейчас подумайте, да, как вас поддерживает мир, если у вас такие штуки, что вам то тут конфетка прилетела, то тут что-то обломилось, то тут какая-то классная схема нарисовалась, при этом почти без вашего участия. Так, берите все. Если вы бабочка, берите все, пригодится. Да? Ваша задача совершать действия и брать. Лошадки не так, да, не путаем. И ваша задача постоянно двигаться. Но возвращаемся к аналогии собирателей. Если племя пришло на отмель и собирает улиток, как только улитки закончились, никто не садится на берегу и не говорит: вот, блин, такие нынче времена, улитки-то не повыросли, что же нам делать, правительство куда смотрит и так далее, и так далее. Нет, племя просто снимается с места и идет копать корни камыша, да, или там еще что-то собирается делать. Вот ваша задача не зависать в моментах, когда поляна закончилась. Вы прям говорите себе, там: Марина, поляна закончилась, иду дальше. Да, как бы. А еще хорошо бы иметь несколько полян. Сейчас об этом поговорю. Вот Талия пишет, причем раньше я была уверена, что прям заработала и выцарапывала, а сейчас понимаю, что мне ж повезло тогда. Да, вот когда мы смотрим назад, мы вдруг начинаем осознавать то, что мы считали своей заслугой, что мы хе-хей. Оказывается, что мы просто, ну не просто на самом деле, а благодаря своему врожденному стратегии успеха оказались в нужное время, в нужном месте, с нужными людьми, сказали нужные слова, нужные навыки у нас были развиты к тому моменту, и мы получили тот результат, который нас вдохновил, который нам сказал, как будто бы, что мы достигаторы. Но на самом деле это не так. Бабочки — это те, кто едут, да, то есть 80% вашей жизни это вам везет, да, то есть вы двигаетесь вместе с потоком и по дороге собираете самые-самые разные профиты. Ваше ключевое слово — сейчас. Другой жизни не будет завтра, не будет послезавтра, не будет вчера. Вот если вы, ну представьте себе опять же, да, там бабочка прилетела, смотрит цветок, там есть нектар, бабочка говорит: ну сегодня-то я, в общем-то, уже перекусила, оставлю-ка я этот цветочек на завтра, потому что завтра я не уверена, что будет что поесть. Ну что? Ну, как вчера, да, ситуация была, я вчера поискала картошку, и через полчаса пошел дождь. Да, то есть нельзя оставлять цветочек на завтра, потому что завтра может произойти что угодно. Мы с вами уже поняли, да, что все, что угодно может произойти, там цветочка не будет. Поэтому, если вы знаете, что вы бабочка, берите прямо сейчас. Дают, надо брать, от остальных не отставать. Это ваше кредо. Вы не знаете, что будет за поворотом. Ваша стратегия не подразумевает линейного движения, поэтому дают, берем. Везут, едем, дают, берем. Ваша работа не должна строиться с точки зрения финансовой цели, вам крайне важен сам процесс. Да, кайфуйте, замечайте детали, и вы научитесь видеть подсказки от Вселенной, которые вам подскажут, куда мы идем. Отвлекусь немножко на вопрос, да, Татьяна спросила: Марина, а как же так получается, что кто-то, одни люди знают свою стратегию, живут по ней, а кто-то нет? Ну, нас этому не учили, но у нас есть наши родители, у нас есть наше постсоветское прошлое, и у нас есть, ну, тот мир, в который мы пришли. Ну, по крайней мере, я, да, когда мне было 10, были 90-е годы, и казалось, что выживут только лошади. Да? И в какой-то момент ребенок слышит от других, как надо правильно жить. Если родители говорят, что
работа не волк, в лес не убежит, лучше искать какой-то фарт, какую-то удачу, да, то человек впитывает в себя стратегию бабочки неуверенно, ну, как бы не зная, а сам он на самом деле бабочка или лошадка. И также наоборот, да, то есть если родители говорят, надо пахать, только так можно добиться успеха, школа, работа, дом, пенсия, квартира, ребенок тоже это впитывает и получает стратегию, такую наследуемую стратегию, которая не эффективна для него, и он пытается в ней жить. Я по-разному, с всякими разными красивыми картинками пыталась вам показать, что ребята, давайте не будем жить в той стратегии, которая перешла вам по наследству. Это как носить переданные вещи старшего поколения, да, как бы, а вдруг вам это не идет, вдруг это не ваш размер, а вдруг это не делает вас счастливой. Поэтому надо разбираться. Так вот, продолжаем. Бабочки, вам нельзя делать акцент на одном источнике дохода. Ваша задача множественные источники дохода. Есть такая замечательная книжка Роберт Аллен «Множественные источники дохода». Берете и читаете. Прямо она таким деревом рассказывает про массу вариантов. Учите себя видеть массу вариантов. Если вы долгое время жили в стратегии лошадки, вам это сложно, ваш мозг сужен, но на самом деле может быть очень-очень по-разному. К вопросу о стратегиях. Вчера моему сыну бабочке привалил 100-литровый аквариум. Замечательные, добрые люди захотели его отдать. Я им написала, что мы хотим взять, но они говорят, только с кошкой. Мы кошку взять были не готовы, ну, как бы тему закрыли. И вдруг вчера они мне пишут, говорят, Марина, вы еще хотите забрать аквариум? Я говорю, хорошо, без кошки? Они говорят, да, без кошки, без рыбок, только забирайте. И вот я вчера ему привезла, ему привалило, понимаете? То есть он почти ничего не делал для этого. Он хотел, и он озвучил, что черепахи аквариум мало, надо побольше. Вот так оно работает. И в это очень сложно поверить, я вас понимаю, напишите, кому сложно, но те, кто попробовал жить иначе, просто попробуйте. Я сейчас, вот, знаете, не претендую на какую-то истину, я просто вам говорю, друзья, давайте попробуем. Давайте, если вы знаете, кто вы, что вы точно, бабочка или лошадка, если я вам сказала, да, попробуйте пожить хотя бы неделю, месяц в новой формате. Попробуйте. Так, идем дальше. Бабочки могут искать клады, бабочки могут, перебирая какой-то хлам и барахло, находить вау какие-то вещи и потом их дорого продать, если вы развиваете свое умение. Так, и за это бабочек люди воли, люди лошадки не любят. Если вам когда-нибудь говорили, тебе повезло, ты халявщица, сидишь на иждивении, да, это тебе просто как-то удалось, да, случайно, да, такая вот с негативом. Сейчас я выключу, а то у меня тут компьютер блынкает, отвлекает меня, вот. То вот эта история про вас, да, то есть бабочек, лошадки, настоящие лошадки не очень жалуют бабочек, потому что то, что лошадкам приходится зарабатывать последовательными усилиями, им кажется лошадкам, что бабочкам приходит само. Но нифига не само, вы уже поняли, да, что бабочкам тоже нужно трудиться, им нужно постоянно махать крылышками, постоянно перемещаться, постоянно вступать во взаимодействие с миром и собирать лукошко. Потом это лукошко приносить домой и разбирать, ага, что же у нас тут где, как мы это можем применить. Юля пишет, я живу в этой стратегии бабочки, все само случается, деньги, общение, все легко происходит, но по расчетам лошадка. Да, Юль, ты интересный случай. Мы с тобой, сейчас я лошадок озвучу, да, посмотришь, как это для тебя. И опять же, да, то есть можно попробовать какой-то взять себе срок и пожить в другой стратегии, посмотреть, как тебе. Я ни в коем случае не претендую за истину в
самой главной инстанции, потому что если ты столько лет адаптировалась к механике бабочки, молодец, что адаптировалась, да, но может быть все-таки либо есть какая-то история, которая сделает тебя сильнее от лошадок, ну, либо кто-то из нас перепутал цифры, когда тебя считал. Так, идем дальше. Если вам говорят, что вы иждивенцы, что у вас все получается слишком легко, и вы очарованы такими людьми, которые достигаторы, какие берут и делают, да, то вы можете радостно начать хватать эти ярлычки и тренировать волю, соберись тряпка, да, ставить финансовые цели, делать что-то последовательно и вывозить на морально-волевых. Но вам это не надо. У вас тоже есть сила, но морально-волевых вывозить вам не надо. Ваша главная сила – это динамика. Открытость к любым источникам новым дохода, новой информации, новые места, новые знания. Кстати, самые богатые люди мира очень часто это бабочки. Я делала разбор Олега Тинькова. Все думают, что он достигатор. Вы помните, да? Сначала он продавал пельмени, ему все говорили фу-фу-фу, что за фигня. Он продал эти пельмени за большие деньги, начал делать пиво. Ему сказали, ну, как бы пельмени и пиво, как бы ты чего? Пельмени, пиво он продал, по-моему, за 21 миллиард или миллион, ну, то есть что-то какое-то крупная цифра. Да? После пива он стал заниматься банками. Чувствуете вот эту хаотичность движения бабочки, да, как бы, и в итоге он имеет то, что он сейчас имеет. Но со стороны кажется, что он пахарь, а на самом деле нет. Я делала разбор, не помню, сохранила, не сохранила, если не сохранила, перевыложу. Так, не надо думать, что бабочкам деньги, ну, то есть вообще не надо считать деньги. Бабочкам надо тратить свою волю на то, чтобы деньги сохранять. Бабочка, которая копит, это нонсенс, но бабочка должна хотя бы 10-20% доход откладывать, чтобы не взять. Да, какой-то счет в банке, который нельзя распечатать на какую-то очередную хотелку, потому что деньги приходят, деньги уходят, деньги приходят, деньги уходят. Ну, как бы в сухом остатке ничего не остается. Деньги будут приходить, если вы перестанете их выцарапывать. У меня прямо сейчас в работе несколько человек, которые всю жизнь работали лошадками, выцарапывали, и сейчас они пытаются не выцарапывать деньги. Это очень интересно, как им не просто искать новые стратегии в жизни. Но я подсказываю, помогаю. Так, ну, то есть сейчас уже все, я чувствую, что все, кто слушает, хотят быть бабочками. Нет, ребята, каждому свое. В чем минусы бабочек, что заставляет их переживать печаль, грусть, какие-то деструктивные эмоции, да? Бабочки страдают от отсутствия постоянной силы воли. Какая воля у бабочки, да, о чем мы говорим? Чаще всего бабочки, сравнивая себя с достигаторами, чувствуют заниженную самооценку. Они сравнивают постоянно себя с другими, и, ну, вы понимаете, да, счет не в их пользу. Они за счет того, что им приходит все в каких-то моментах легко, информация пришла легко, сделать что-то получилось легко, а бабочкам сложно поставить нормальную цену за свою работу, адекватную. Неспособность держать обещания. Ну, сегодня здесь, завтра там, да, как бы вот эта история, она мешает отношениям, она мешает чувству себя, что вы правильный человек, да. И вообще бабочкам нужно обучаться, как выживать на материальном уровне. Они, ну, как бы от рождения это не очень понимают, потому что они приходят в мир с ощущением, что сейчас я тут все соберу и все будет. Еще раз говорю, неверная стратегия – искать в себе силу воли, добиваться больше, что-то кому-то доказывать, соберись тряпка, да. Таким образом вы изматываете свой организм и в буквальном смысле разрушаете себя, свое сердце, свой желудок, да. Вот у нас Алина выступит и расскажет, что с ней было. Вы не должны быть в усилии постоянно.
да, вам надо находиться в движении, если у вас возникло желание, вы делаете. Но вы можете реально никому ничего не доказывать. Бабочкам можно заниматься благотворительностью, но в случае только если у вас достаточно. Если вы чувствуете деньги как воздух, да, то есть вы чувствуете, что всегда есть что вдохнуть, всегда есть что выдохнуть. Вот тогда вы можете спасать голодных детей, помогать младшему брату и так далее. Но не из чувства, когда вам не хватает, не состояние, когда вы выцарапываете из мира, и вы тут еще пытаетесь кому-то что-то отстегивать. Это не ваш вариант. Так, вот, я рассказала про бабочек. Напишите, кто хочет, если вы не знаете себя, оказаться бабочкой. Пишите, я хочу стать я хочу быть бабочкой. Мне кажется, что у бабочек очень крутая жизнь. Так, и идем дальше. Да, сейчас буду рассказывать про лошадок. Я сама лошадка. И когда я узнала, что я лошадка, как узнать, кто я, лошадка или бабочка? Не ломовая лошадь, лошадка, да, все-таки сейчас будет немножко другая разница. Разбор я вам расскажу про вас и расскажу гораздо больше, чем сейчас рассказала, потому что это всего лишь один из элементов того, что я рассказываю. Как обычно, на самом интересном месте интернет мне сказал, что садится батарейка. Так, и сейчас у меня вариант. Или я отключаю компьютер, или я отключаю телефон. Так, вот у нас Анастасия хочет быть бабочкой. Анастасия, мы вас, по-моему, не считали, да, поэтому не знаю. Так, итак, смотрим вашу стратегию успеха, да, когда вы выбираете себе, как двигаться, да, вы должны понимать, какая же у вас стратегия. Так, лошадки. Если я говорила, что бабочек большую часть жизни везет, если они правильно двигаются, то лошадки везут сами. Да? 80% ваших денег, дорогие мои лошадки, зависят от ваших усилий. Да, посчитать я вас могу, вы мне напишите в директ, в инстаграме, я с вами побеседую. Так, это ваш потенциал, да, если вы лошадка, если вам положено двигаться планомерно, прикладывать свои усилия к жизни, а вы очарованы бабочками, вы смотрите на людей, которые говорят умному, все само, да, если вам нравится участвовать в каких-то мероприятиях, да, там купи дешево, продай дорого и получи вау, сразу большой куш, то, возможно, вы просто не признаете свою лошадковую природу. Мне еще предложили назвать их единорогами, да, и пытаетесь махать копытами и лететь, да, нет. Это не вариант. А опять же, возвращаясь к аналогии древних племен, ваши предки, условно говоря, да, были охотниками. Охотник для того, чтобы... То есть, что это значит? Что для того, чтобы у вас был финансовый успех, вам нужно последовательно двигаться к своей задаче. Вот я лошадка, я хочу финансовый успех, я делаю анонс эфира, я готовлю текст эфира, я провожу эфир, я после эфира работаю с вами на разборах. То есть, видите, да, как бы есть некая линия стратегическая, которая идет. Вот. И точно так же у вас, если вы знаете точно, пожалуйста, не угадывайте, если вы не знаете, вы можете ошибочно принять на себя этот сценарий. То есть мы сначала готовимся, потом узнаем, где у нас наша цель, потом мы идем туда, потом мы получаем какой-то результат. И тогда мы можем завалить мамонта, да, и накормить целое племя. Почему я сказала про племя? Потому что очень часто люди, которые по стратегии лошадки, они способны нести на себе иждивенцев, да, то есть они часто оказываются в ситуациях, когда им нужно кого-то кормить, о ком-то заботиться, да, именно в формате, что мое племя. То есть это не те, которые там помогают голодающим детям Африки, но это те, у которых, допустим, есть
мама на иждивении, да, или там в какой-то трудной жизненной ситуации, может быть, братья, сестры и так далее. Так, смотрим. Вы, лошадки, вы моторы, у вас есть много энергии, и вы не про халяву. Вам надо эту энергию куда-то вылить, да, на что-то направить, чтобы оно создалось и трансформировалось. Ваш финансовый рост всегда последовательный. Ждать темы, что прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете и бесплатно покажет кино, не вариант. Но в чем супер? Ваша воля, это ваши действия, это ваши деньги. Вот я, когда сделала свой расчет, я просто как мантру повторяла. Мои деньги зависят от моей воли. Мои деньги зависят от моих действий. Может быть, вам кажется, что это какая-то такая абсолютно привычная для всех история, но нет, потому что изначально, когда лошадка живет в семье, где стратегия лошадки не приветствуется, да, когда говорят, что вот, сейчас выйдешь на пенсию, не будем работать, вот что-то мама устала, вот много работать это плохо, да, что лошадка начинает пытаться быть бабочкой, начинает увлекаться не схожей стратегией, да, или если говорить в формате сегодняшних сторис, да, кошечка начинает пытаться быть тигрицей, думать, что тигрицей быть лучше, да, и что для вас самое главное, да, что вы можете прокачаться. То есть задача бабочки действовать и шевелиться, и собирать все, что есть. Задача лошадок – это качаться. И если вы на кого-то тратите деньги, обязательно проверяйте, чувствуете ли вы, что это ваше племя, что это прям ваша кровь от крови, плоть от плоти. И если вы с кем-то, то есть условно говоря, с кем вы спите, с кем вы едите, с кем вы разделяете кровь, все остальные в ваше племя не входят, и ваши энергии, ваши силы не для них.